Вопрос Да. из моих личных наблюдений за какими-то людьми, у которых все время что-то происходит не так. Нужно ли обращать внимание? Наверняка нужно, но каким образом, что с этим делать? Значит, обращать внимание на какие-то жизненные неприятности. Мгм. С одной стороны, они могут показаться какой-то мелочью, там, скажем, я не знаю, у человека взломали машину, там что-то украли из машины, Мгм. или там он шел, что-то потерял, или там где-то что-то оставил и не вернули, и забыли, и Мгм. потерялось. Или там через какое-то время опять из той же машины опять что-то украли, тут опять что-то потерялось. И вроде как, ну, мелочи жизни. Но может это что-то означает, может это что-то какие-то знаки, и нужно все-таки обратить на них внимание? Ну, да, значит, смотри, мы имеем в виду жизненные неприятности небольшие, а не какие-то глобальные беды, например, там смерть близких, Да, да. там, а вот именно что-то такое, не жизнеизменяющиеся беды, а вот именно какие-то мелочи. Ежедневные такие. Ну да, какие-то ежедневные неприятности, да, понятно. Значит, смотри, значит, получается, что самое главное назначение этих жизненных перипетий – это вам остановиться и призадуматься. Значит, что же происходит не так? Особенно стоит обратить внимание, когда речь касается потерь и какого-то движения вперед. Например, случается какая-то там авария, да, или там что-то с транспортным средством происходит, именно транспортным, или с ногами, то есть вы не можете двигаться вперед. Это значит, высшие силы вас физически останавливают. Например, вы садитесь в машину, она не заводится, но по идее должна заводиться, да, то есть машина должна заводиться, а она не заводится. Почему? Вы отремонтировали, поехали осторожно. Потому что не забывайте, всегда есть и следующая стадия, да, когда вас пытаются от чего-то удержать и установить. То есть вы можете просто тупо не доехать до места назначения. То есть, значит, как только у вас перекрывается движение вперед мелкими неприятностями, вы сразу сидите и думаете, я поранил ногу или поранила ногу, это значит, я куда-то иду не туда. У меня с машиной что-то, значит, я куда-то стремлюсь не туда. Сядьте и задумайтесь, проанализируйте эти ситуации. Почему? Потому что это опасно вообще-то. Потому что если на этой стадии вы не будете обращать на это все внимание, вам предоставят градацию, да, того, чтобы вы поняли. Кому интересно, например, попасть в аварию? Никому, да, а надо все-таки остановиться. И посмотреть, что в жизни, к чему вы стремитесь, вам не нужно. Что именно, к чему вы стремитесь, и вам не туда, вам явно не туда. Возможно, ответ очень вам покажется простым. Из нас всегда стараются делать высокоморальных людей. Соответственно, когда вас за что-то останавливают, не ждите, пока вам устроят аварию или с вами случится еще более серьезная остановка, например, сердца, да? Не надо этого ждать. Задумайтесь, перелопатьте свою жизнь, потому что если это еще и повторяющиеся ситуации, да, вот оно происходит, да, вот мы, например, разговаривали об одном человеке, у него вечно что-то крадут из машины. Ну, остановись, призадумайся, что ты делаешь не так. Если у тебя что-то украли, значит что? Кому-то что-то ты не додал. Если у тебя что-то забирают, кому-то что-то ты не додал. Если тебя останавливают, значит ты идешь не туда. И пока тебе свыше не прилетело по полной программе, вплоть до физического уничтожения, понимаете, прислушайтесь к этим мелочам, остановитесь на стадии мелочей, подделайте их и уясните в своей голове раз и навсегда. В жизни благополучного человека всегда все идет благополучно и никогда ничего не случается. Даже если случаются какие-то неприятности, как правило, они случаются как предназнаменовение, как по-русски это сказать, как предупреждение, что вам нужно выходить дальше, на другой уровень развития. Да? Например, личный пример.
Много лет назад, сразу после развода, у меня начали происходить неприятности с машиной. Но я тогда как-то вообще к этому ничему не стремилась, да, это вот Сизиф у меня за камерой стоит, вот он меня и дотолкал в эту точку. Сегодняшнюю жизнь, кстати, стала намного легче. И вот, ну, то одна, то вторая, то третья, то у меня стоит машина на обочине, в нее въехали, ну что это такое? А это просто меня выталкивали из этой ситуации. Меня хотели высшие силы вывести туда, где я должна быть. А я, по жалости своей, осталась. В результате сейчас об этом очень сильно сожалею, потому что я очень четко понимаю, если бы я тогда ушла бы из этой ситуации и переехала бы в то место, в которое я теперь всеми силами стараюсь переехать, да, вот это все было бы совершенно по-другому. Я оттуда их не послушала. Я была в стрессе из-за развода, я была в стрессе от того, что любимые люди в меня вцепились и не отпускали, а я их пожалела. Смотрите, кстати, видео о жалости и почему нельзя жалеть людей. А, кстати, еще и не забывайте подписываться, еще не